Привет, друзья! Сегодня задача из Оксфорда. Очень красивая. Айсберг имеет форму куба. Вот этот куб. И 90% его объема скрыто под водой. И вот выглядывает, торчит только одна вершинка. И видимые части ребер, которые равны 24, 25 и 27 метра. Что найти? Найти нужно длину ребра этого куба. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу. Это как раз старшие классы, абитуриенты. Очень интересная задачка. Единственное, что я могу подсказать, что объем пирамиды находится по формуле А1/3 произведение площади основания на высоту. В любой пирамиды находится как произведение А1/3 площади ее основания на высоту. Все. Дальше вы можете сами решать эту задачу. Ну, давайте я возьму тонкий, кое-что придется нарисовать. У нас ребра. Здесь все равно какие как. Это 24 пусть будет метра, это 25, это 27. Ну и 90% скрыто объема под водой. Вот это вода, поверхность воды. Вода. Ну, это куб, напомню. Это куб. Ищем ребро. Ну, вот как искать? Ребро, наверное, нужно найти объем всего куба. Ну, для начала мы найдем объем пирамидки белой. Это пирамида. Пирамида треугольная. Причем у нее плоские углы при вершинке, все прямые равны по 90 градусов. Поэтому я вначале нарисую эту пирамидку вот так, приблизительно. О, вот так, вот так, вот так. Ну все. Как найти ее объем? У нас формула есть, да? 24, 25, 27. Нужно искать площадь основания. Если пирамидка стоит так, то там вот невидимая линия пошла. Ну и как искать основание? Это прямой уголок, тут прямой уголок, задний уголок, прямой. Можно найти вот эти гипотенузки, и тогда как-то по Герону найти площадь. С этим мы справимся. А вот как найти высоту пирамиды? Это уже большой вопрос. Поэтому здесь одна хитрость есть. Многие ее знают. Знают. Если такая хитрость, что у нас плоские углы при вершинке прямые, то за основание можно принять любую боковую грань. Вот посмотрите, я перерисую эту пирамиду вот в таком виде и скажу, а вот пусть она стоит на боковой грани, можно было не переворачивать, а просто сказать, что мы ее воображаем, представляем. Здесь я штриховые не буду рисовать, вы их должны представить, вообразить. Мне сложно рисовать штриховые. Ну, вот это будет у меня 24. Здесь прямой уголок, это 25, это прямой уголок, это прямой уголок, это 27. Ну, всем становится понятно, что теперь площадь пирамиды найти гораздо легче. Итак, S, почему площадь? Объем, конечно. Объем нашей пирамиды будет равен 1/3 произведения площади основания. Вот это основание. Прямоугольный треугольник с катетами 24, 25. Ну, половина произведения катетов. 24 на 25. И на высоту. Вот 27 – это высота. Это прямая, перпендикулярная двум пересекающимся прямым другой плоскости, перпендикулярно всей плоскости. Значит, это перпендикуляр. Все, на 27. Значит, здесь 3, 2, 6. Сокращаем здесь 6, 4. 4 на 25 – 100. 100 на 27. 27 и 2 нуля. Правильно? Вот так. Вот так. Это объем пирамиды в метрах кубических. Ну и он составляет 10%. Ну, а тогда объем всего куба. Ну, объем всего куба – это 100%, правильно? Вот объем пирамидки у нас 10%, объем куба 100%, в 10 раз больше. Поэтому написать могу жирным и гордым, что В куба будет 2700 умножить на 10. Получается 27 тысяч, да? Метров кубических, здоровенный объем. Но можно ли это представить, что это в кубе? Вот, 30, по-моему, да? В кубе. Это метров кубических. Ну, 30 на 30 на 30 что даст? 3 нуля и 27. Все окей. Ну, с другой стороны, объем куба – это же x в кубе, верно?
Ну, вот отсюда и следует у нас, что наш замечательный x, который мы ищем, вот такой зеленый x, вот он, x, равен 30 метрам. Итак, ребро этого куба айсберга 30 метров, и я пишу ответ 30. Задачка решена. Ну, все. Ну, наверное, метров нужно написать, раз шла речь о метрах. А теперь домашняя задача. Домашняя задача будет про правильный тетраэдр. Это тетраэдр, у которого все ребра равны, и все его грани равные, равносторонние треугольники. И вот из воды выглядывает одна вершинка и части ребер, которые равны 1, 2 и 3. Пусть будет метра. Маленький айсберг. Вот. А под водой по-прежнему находится 90%. 90%. И что нужно узнать? Длину стороны x этого правильного тетраэдра. Правильный тетраэдр. Правильный тетраэдр. Тетраэдр. Ну все, это домашнее задание. Рад был с вами встретиться. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.